Всем привет, друзья! Вы на канале Дмитрий Завьялов. В этом видео я собрал много крутых автотоваров с сайта AliExpress, и обязательно ставьте лайк, если я сумел вас немного удивить. Поехали! Не секрет, что зеркала заднего вида не могут показывать все, что происходит за автомобилем. Невидимые, слепые зоны создают реальную угрозу безопасности движения. Чтобы защитить себя и свой автомобиль от непредвиденных ситуаций, необходимо установить информационные датчики помех в слепых зонах. В комплекте прилагается все, что нужно для подключения. Основной контроллер, датчики с проводами, хомуты и двусторонний скотч для крепления датчиков, а также световые сигнализаторы, устанавливаемые внутри автомобиля слева и справа, в районе зеркал заднего вида. Датчики необходимо закрепить на заднем бампере согласно прилагаемой схеме. При появлении автомобиля в пределах слепых зон включаются световые сигнализаторы, а при необходимости можно подключить и звуковые сигналы для дублирования. Безопасность вождения с датчиками слепых зон значительно повышается, так как вы заранее узнаете о приближении автомобилей, которых не видно в зеркала. Если на вашем автомобиле стоит 2.1 магнитола с маленьким экраном, то пора ее заменить на новую. Корпус этой магнитолы имеет такой же размер и поэтому легко устанавливается на панели авто, но огромный монитор в 12 дюймов, да еще свободно вращающийся, это просто изумительно. Это настоящий планшет с 4 гигабайтами оперативной и 32 гигабайтами встроенной памяти, на котором установлена система Android 8.1, поддерживающая Wi-Fi, USB и Bluetooth подключение. С этой автомагнитолой ваш автомобиль получит не только проигрыватель музыки и видео, как это было раньше, а настоящий мультимедиа-комбайн, способный выполнять любые задачи, которые под силу современному компьютеру. Наличие русского языка позволяет с легкостью разобраться во всех функциях магнитолы, которая станет вам и музыкальным центром, и навигатором, и окном в мир игр. Если же дополнительно купить ТВ-тюнер и камеру заднего вида, то возможности магнитолы еще больше расширяются. Замена масел агрегатов автомобиля весьма важна для увеличения срока службы узлов, но как заменить масло, не прибегая к помощи автосервисов? Для этого стоит приобрести устройство для замены масла, при использовании которого не требуется ни подъемников, ни каких-либо дополнительных ключей. Устройство представляет собой емкость объемом 2 литра, к которому подсоединяется ручной насос и полиуретановые трубки для откачки масла. Погрузив полиуретановую трубку в картер двигателя через отверстие щупа или в коробку передач через заливное отверстие, остается лишь качать ручным насосом, чтобы выкачать масло из агрегата. Устройство пригодится не только при полной замене масла, но и в тех случаях, когда случайно залито слишком много масла в двигатель. Настоящему мужчине, который водит автомобиль и, к сожалению, все еще курит, можно сделать отличный подарок в виде оригинальной зажигалки для сигарет. Зажигалка выполнена в виде миниатюрного автомобиля, который предлагается к покупке в одном из 8 цветов. Зажигалка электрическая и для прикуривания формирует 2 электрические дуги, работающие от встроенного аккумулятора. Зарядка зажигалки производится через USB кабель в течение 2-3 часов, в результате чего заряда хватает для прикуривания примерно 80 сигарет. При одном включении не рекомендуется включать дугу более чем на 5 секунд. Не допускается передача зажигалки детям, так как это не игрушка. С электронной зажигалкой вы забудете о проблемах, когда закончился газ или отсырели спички. Если ваш смартфон поддерживает беспроводную зарядку, то в машине обязательно пригодится беспроводное зарядное устройство, которое устанавливается в стандартный подстаканник, имеющийся во многих автомобилях. При покупке можно выбрать стандартную комплектацию или же комплект, в котором предусмотрено гнездо для зарядки наушников AirPods. В корпусе зарядного устройства имеется ниша, в которую помещается смартфон. С одной стороны смартфон будет заряжаться, а с другой стороны он получит идеальное место, в котором его удобно будет держать во время поездки. Само устройство получает питание через прикуриватель, а дополнительные USB-выходы на нем позволяют одновременно заряжать другие гаджеты. Не только на спортивных, но и на обычных автомобилях будут прекрасно смотреться стильные наклейки с надписями. Наклейки клеятся на боковины покрышек и формируют индивидуальность стиля вашего авто, владелец которого знает толк в автомобилях. Наклейки сделаны из влагостойкого материала и прослужат долго при надежной фиксации при установке. Перед покупкой необходимо выбрать не только вид надписи, предлагаемой к продаже, но и количество наклеек, потому что цена установлена на наклейку для одного колеса. Можно выбрать готовые надписи наклеек,
а при желании заказать у продавца только буквы, чтобы сформировать свою неповторимую надпись. Тонировка стекла автомобиля бывает или слишком светлой, или наоборот слишком темной, что создает определенное неудобство водителю, которому приходится ездить и при солнечной, и при пасмурной погоде. Чтобы навсегда решить эту проблему, необходимо приобрести умную тонировку, автоматически меняющую светопроницаемость в зависимости от интенсивности освещения. При солнечном освещении проницаемость тонировки уменьшается до 50%, а в темное время суток или при пасмурной погоде тонировка осветляется, пропуская до 75% света. Такую тонировку стоит попробовать, ведь это очень удобно. Растяжки для передних стоек значительно увеличивают жесткость кузова легкового автомобиля. Это позволяет сохранить развал колес для равномерного износа шин и надежной управляемости автомобиля. А это весьма важно, особенно на плохих дорогах, когда передние колеса часто испытывают на себе довольно сильные удары при попадании в ямы на скорости. Перед покупкой необходимо выбрать растяжку под модель вашего автомобиля и лишь потом сделать заказ. Установка растяжек производится самостоятельно и без каких-либо проблем. Для этого нужно открыть капот, открутить верхние гайки крепления упорных подшипников стоек и надеть растяжку на шпильки. После этого останется лишь установить гайки обратно и затянуть их. Ручной гайковерт с набором головок будет прекрасным подарком автолюбителям, и особенно тем, у кого есть грузовики, на которых порой сложно открутить большие гайки. Гайковерт за счет передаточного числа 1,64 позволяет создавать усилия до 1200 Нм, благодаря чему можно откручивать даже заржавевшие или закисшие болты и гайки. Для того, чтобы открутить болт или гайку, необходимо вставить в гайковерт нужную головку, а на верхней части гайковерта закрепить поворотный рычаг. Легкий поворот рычага создаст на головке большое усилие при небольшом повороте, что позволит легко открутить гайку. После этого можно взять удлинитель из комплекта и быстро открутить ослабшую гайку. Гайковерт поставляется в пластмассовом кейсе, в котором есть также 2 насадки, 2 рычага и 6 головок под разные размеры. Если в автомобиле не предусмотрен подогрев сидений или штатные подогреватели отказали, то эта проблема легко решается. Для этого просто нужно купить подогреватели сидений. Этот комплект для подогрева сидений отличается от своих аналогов 2 особенностями. Во-первых, этот подогреватели выполнены по новой технологии с огнеупорным покрытием, а во-вторых, на каждое сиденье предусмотрен отдельный регулятор температуры, имеющий 5 положений для точного подбора температуры подогрева. Подогреватели универсальны и подходит для любого автомобиля, причем каждый из 2 подогревателей имеет панель и для сидения, и для его спинки, что в условиях морозной зимы будет очень кстати. Купив эти подогреватели для 2 сидений с индивидуальными регулировками, вы навсегда забудете о том, что зимой в машине бывает холодно. Для того, чтобы защитить аккумулятор автомобиля от полного разряда или короткого замыкания, обязательно стоит присмотреться к невероятно эффективному прибору под названием стоп-разряд. Защитное устройство закрепляется на самой аккумуляторной батарее, и сделать это может даже неопытный автовладелец всего за 3 минуты. Если водитель оставил фары включенными, то при снижении емкости аккумулятора до половины стоп-разряд отключит его от сети. При этом нужно, чтобы автомобиль был в покое не менее 10 минут. Если при этом нужно открыть авто с ключа, достаточно слегка пнуть по колесам, и вибродатчик защитного устройства снова включит аккумулятор. Но если произошла поломка и вы включили аварийную сигнализацию, то стоп-разряд не будет отключать батарею вплоть до полного ее разряда. С этим устройством защиты можно не бояться полного разряда аккумулятора, даже если вы забыли выключить свет фар. Бордюры важны для тротуаров, но для автовладельцев это порой настоящая проблема. При парковке часто невозможно рассчитать расстояние, вследствие чего происходит наезд на бордюр не только резины колеса, но и даже дисками. Для того, чтобы защитить диски колес от повреждений при наезде на бордюры, стоит купить специальные силиконовые защитные ленты. Эти ленты предлагаются к продаже в 10 цветах на выбор, а длина одного рулона равна 8 метрам, чего вполне достаточно для любого легкового автомобиля.
С одной стороны это защитная полоска, а с другой вполне подходит для декора, подчеркивающего изысканность вкуса автовладельца. Ведь с этими полосками диски автомобиля приобретают стильный внешний вид. Для того, чтобы прикрепить полоску к колесу, достаточно отделить защитную пленку и приклеить полоску к колесу, так как клеящая поверхность обеспечивает очень сильную фиксацию. Практически каждый автовладелец знает, что масляный фильтр необходимо закручивать только руками, но когда приходит время замены масла, фильтр в большинстве случаев невозможно открутить. При этом ни в коем случае нельзя пользоваться молотком, зубилом или монтировкой во избежание повреждения резьбового гнезда, на которое прикручивается фильтр. В этом случае поможет специальный съемник для фильтра с механизмом автоматического зажима. Перед покупкой можно выбрать один из 3 типов ключей с пластиковой зажимной лентой, с сегментным металлическим механизмом зажима или с цепью. Все 3 ключа для снятия масляного фильтра прекрасно справляются со своей задачей и отличаются только стоимостью и долговечностью. Одни люди предпочитают пластиковый дешевый, другие металлический долговечный, хоть и дороже. А какой выберете вы? При ремонте и обслуживании автомобиля часто приходится продувать технологические отверстия, чтобы очистить их от пыли, грязи или масла. Это особенно важно делать перед ввинчиванием болтов в резьбовые отверстия. Если в них останется масло или вода, то проблем не избежать, так как жидкости практически не сжимаются, и при большом усилии может произойти разрыв детали или образование трещин. Для того, чтобы суметь эффективно продуть такие отверстия, даже в труднодоступных местах, необходимо купить продувочный пистолет с длинным носиком. Имея под рукой такой продувочный пистолет, который подсоединяется к компрессору через шланг, вы сможете добраться до самых неудобных мест для продува и очистки отверстий от пыли, грязи и жидкостей. В условиях обычного гаража каждый автовладелец сможет самостоятельно разбортировать и забортировать колесо, если под рукой окажется этот уникальный станок для разборки шин. По своему принципу работы это классический шиномонтажный аппарат, но при этом он намного проще устроен и, соответственно, намного дешевле профессионального станка. Такой станок для разборки шин пригодится не только в автосервисе, но и практически в любом гараже, владелец которого умеет работать руками. Очень легко снять резину с диска и установить ее обратно сможет каждый, кто приобрел такой станок, а это существенная экономия времени и средств, ведь теперь не придется по каждому поводу отправляться к шиномонтажным мастерам. Портативный ножничный автомобильный подъемник – это инструмент первой необходимости в каждом автосервисе, но даже в обычном гараже такой подъемник будет весьма востребован. По сравнению с классическим стоечным подъемником, этот портативный подъемник обладает существенным преимуществом, которое выражается в его компактных размерах. Установив такой подъемник под автомобиль, можно легко и быстро поднять его на небольшую высоту, достаточную для ремонта и обслуживания. В силу конструктивных особенностей подъемника, его можно полноценно использовать даже при подъеме старых автомобилей с ржавыми порогами, так как подъем осуществляется через большую площадь днища кузова, а не через пороги. Стоит купить в гараж такой автомобильный подъемник, и ремонт автомобиля сразу намного упростится. При замене тормозной жидкости часто приходится откручивать шланги, что приводит к тому, что жидкость проливается, загрязняя и машину, и гараж. Водители, занимающиеся обслуживанием своего автомобиля, также часто пачкаются и портят себе нервы от такой грязной работы. Все, хватит, с грязной работой покончено, так как при использовании гидравлического вакуумного насоса для замены жидкостей все эти проблемы уходят в прошлое. Для того, чтобы заменить тормозную жидкость, нужно подключить насос к компрессору, а специальный шланг засунуть в бачок с тормозной жидкостью или подсоединить его к колесному штуцеру для выкачивания тормозной жидкости. Сила всасывания жидкости регулируется при помощи обычного крана, который регулирует подачу воздуха от компрессора через насос. С насосом работать так легко, что справится каждый. Для того, чтобы закрепить огнетушитель в багажнике автомобиля, можно воспользоваться специальными фиксирующими ремнями, сделанными из нейлона. В комплекте поставки 4 ремешка, причем 2 из них короткие, для приклеивания на сам огнетушитель, а 2 ремня длинные и служат для крепления огнетушителя к стенке багажника. Для того, чтобы закрепить огнетушитель, необходимо снять защитную пленку с коротких ремешков и приклеить их к самому огнетушителю, который притягивается к стенке багажника при помощи длинных ремней.
липучка которых прочно сцепляется с липучкой на огнетушителе. Эти ремни можно использовать и для крепления других изделий, хотя продавцы предлагают их именно для крепления огнетушителей массой до 4 кг. Для того, чтобы багажник автомобиля не превратился в большой бардачок, необходимо установить в нем ящик для хранения разных вещей. Этот ящик можно сравнить с небольшим автомобильным комодом, в отсеках которого можно разместить немало вещей. Для того, чтобы не потерялись мелкие вещи, есть выдвижные шкафчики, а для более крупных предметов имеется довольно вместительный основной отсек. Этот ящик для хранения вещей пригодится и при ежедневных поездках, и во время путешествий, когда приходится брать с собой много разных вещей и продуктов питания. Такой вещевой ящик пригодится каждому автовладельцу, но тем, у кого маленькие дети, без него просто не обойтись. Легко и удобно можно все свои вещи расфасовать по отсекам ящика и не беспокоиться о том, что они потеряются. Автомобильный видеорегистратор, встроенный в зеркало, оснащен камерой заднего вида, изображение с которого показывается прямо в самом зеркале. Объектив регистратора разрешением 5 мегапикселей снимает с углом обзора в 140 градусов, что обеспечивает прекрасную картинку того, что происходит вокруг автомобиля. При покупке видеорегистратора можно самому выбрать вариант без флеш-накопителя или же с флеш-картой на 16, 32 или 64 гигабайта. Видеорегистратор с двумя камерами обеспечивает с одной стороны съемку спереди и показ в режиме реального времени того, что происходит сзади автомобиля на дисплее, встроенном в зеркало заднего вида. Такая компоновка облегчает движение и не мешает обзорности, так как кроме привычного зеркала заднего вида, перед глазами водителя не будет дополнительных приборов. На этом все, друзья. Все ссылки на товары из этого видео я оставил в описании. Напишите в комментариях, какой товар вам понравился больше всего. До скорой встречи!